Несколько лет назад, перелистывая одну средневековую рукопись апокалипсиса, я наткнулся на необычную таблицу с разноцветными ячейками. В каждой из них было помещено по одному или двум зверям. Вся таблица почему-то увенчана двускатной крышей, под которой собралась большая семья. Несколько мужчин и женщин. Значит, это дом? Да, но не простой. Дом-корабль. Ноев ковчег, описанный в первых главах Ветхого Завета. Чтобы систематизировать данные о мире и получить новое знание, или чтобы эффективно передать это знание другим, мы давно используем схемы, диаграммы, таблицы и другие визуальные инструменты. Исследователи живой природы, зоологи, орнитологи, энтомологи и их собратья тут не исключение. Их средневековые предшественники, составители бестиариев или богословы, комментировавшие первые главы книги «Бытия», где рассказывалось об истории творения, тоже часто обращались к разным инструментам инфографики. Размышляя о том, как устроен мир живых существ, из каких видов он состоит и как их можно классифицировать, они постоянно вспоминали о библейской истории потопа, восходившей к более древним ближневосточным мифам. Ноев ковчег был не просто кораблем спасения, но и матрицей классификации. Среди экзегетов существовали разные представления о его устройстве, числе палуб, структуре отсеков и логике распределения живых существ внутри этого плавучего убежища. Кратко напомню рассказ, который вы наверняка и так знаете. В какой-то момент Господь увидел, сколь велико развращение потомков Адама и Евы. Раскаялся, что создал человека на земле, и решил истребить не только его, но и жизнь на планете. От человека до скотов и гадов и птиц небесных, кроме праведного Ноя и его семьи. Бог приказал ему построить ковчег и укрыть на нем животных, чтобы они тоже пережили небесную кару и смогли вновь населить планету. Ной собрал на ковчеге и птиц, и зверей, и скотов, и пресмыкающихся рептилий, чистых и нечистых. Всех, кого предстояло спасти, кроме рыб, которым потоп был не страшен. Текст книги «Бытия» перечисляет классы живых существ, которые были взяты на ковчег, и несколько раз напоминает, что Ной отбирал всех по роду их. Важнейшие из категорий были четвероногие. Они делились на две подгруппы: хищных, опасных и неподвластных человеку зверей, бестий, и домашний или рабочий скот, пекора юмента на латыни. Скот трудится на человека или идет ему в пищу. Если бы средневековому автору потребовалось сказать, какому классу принадлежит, скажем, волк или бык, он, скорее всего, отнес бы первого к зверям, а второго к скотам, а не стал бы использовать более общую категорию животных, которая нам сегодня кажется такой очевидной. Но как совместить всех этих существ на одном корабле-убежище? Как был устроен ковчег? Тут существовало две главных версии. В соответствии с первой, он включал 5 ярусов. На верхней палубе располагались люди и птицы, ниже – мирные и безопасные животные, под ними – хищные и опасные звери, и еще ниже – хранилище припасов для пропитания всех пассажиров, а в самом низу, конечно, место для нечистот. Альтернативная схема исходила из того, что ковчег был трехуровневым. На нижний этаж стекали нечистоты, средний – хранилище припасов был разделен на 2 отсека – хранилище трав и хранилище плодов, а верхний уровень состоял из 3 отсеков. В среднем жили люди, с одной стороны от них мирные существа, с другой – опасные и свирепые. Как этот ковчег выглядел? На изображениях мы находим множество вариантов. Порой его представляли в облике здания с пирамидальной крышей или громадного сундука. Иногда в форме судна той или иной формы. Например, в северной или скандинавской, англосаксонской иконографии оно могло напоминать огромный дракар. Существовали изображения ковчега с оконцами, из которых выглядывали разные обитатели. А были схемы, которые стремились передать не внешний облик этого корабля спасения, а лишь его внутреннее устройство, структуру палуб. Миниатюра из рукописи, которая меня так заинтересовала, как раз из их числа. Она была создана около 1175 года в Кастилии, и это один из беатусов, то есть рукописи апокалипсиса с толкованием Беата из Лейбаны, астурийского монаха, жившего в VIII веке. Но что ветхозаветная история потопа делает в начале Откровения Иоанна Богослова? В самом тексте апокалипсиса о Ное не говорится ни слова. Но в комментариях Беата ковчег упоминается неоднократно.
Опираясь на более древние толкования, он представлял его как символ церкви. 7 членов семьи, которых Ной взял на борт, он интерпретировал как указание на 7 церквей, упомянутых в Откровении, и всех праведников, спасенных Христом. Так, история потопа, наказание посланного человечеству в начале времен, встраивалась в эсхатологический дискурс о последних временах и страшном суде. Не только через текст комментария, но и через изображение, помещенное в начале рукописи. Как на нем устроен ковчег. Наверху, под двускатной крышей, стоит Ной. Справа от него 3 сыновей. Слева женщины, жены сыновей и жена самого Ноя. А ниже основной массив ковчега, разделенный на 42 ячейки квадратной формы. Все они выкрашены так, что ни по горизонтали, ни по вертикали квадраты одного красного, зеленого, бежевого или синего цветов не соприкасаются друг с другом. Они смыкаются только по диагонали. Этот прием, часто применявшийся в романском и готическом искусстве, должен обеспечить контраст элементов и лучшую читаемость таблиц. Верхний левый угол занимает кухня. Нижний правый – сдвоенный туалет с 2 дырками. В средней ячейке верхнего ряда – котел с припасами. Все остальные отсеки отданы животным. И почти все они изображены парами. Исключениями служат голубь, ворон и 2 существа, о которых я еще скажу. Первые 3 ряда сверху занимают птицы. 4 – скот и другие покорные человеку животные. А 5 и 6 в основном опасные звери. В их число входят как обычные хищники, скажем, львы, волки или лисицы, так и существа, которых мы сегодня относим к разряду фантастических, как грифоны или сирены. Крылатые создания с человеческими, мужской и женской головами. Важно, что в средние века их тоже считали реальными видами. В 6 ряду, среди других бестий, изображены 2 зверя с 7 головами. Одной основной и 6 более мелкими, дополнительными. Они расположены не в одной ячейке, а в 2 соседних, словно каждому из членов этой пары выделили свою каюту. В рукописи Апокалипсиса семиглавые существа демонической наружности не могут не перекликаться с 2 семиглавыми чудовищами, которые были описаны в видениях Иоанна Богослова. Змеем, его обычно отождествляли с дьяволом, и зверем, в нем, как правило, видели указания на Антихриста. Оба этих создания несколько раз появляются на страницах того же манускрипта. Выше остальных животных мастер помещает белого голубя. Когда дождь прекратился, вода стала спадать и показались вершины гор, праотец решил выпустить птиц, чтобы понять, можно ли уже выходить из ковчега. Он отправил наружу голубя. Тот возвратился, но через 7 дней его послали вновь, и он прилетел со свежей масличной веткой в клюве. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Вдоль всей высоты корабля таблицы вытянулось зеленое дерево, олива. Сама белая птица изображена дважды. Справа она сидит на верхушке дерева, слева возвращается через люк обратно, с ветвью, знаком спасения. Ниже остальных зверей тут изображен черный ворон, которого Ной отправил на разведку до голубя. Он улетел и долго не возвращался. В еврейской, а затем и в христианской традициях в какой-то момент возникло представление о том, что черная птица так долго пропадала, поскольку решила полакомиться плававшими в воде трупами. Средневековые авторы резко противопоставляли белого голубя и черного ворона-падальщика. Первый принес людям благую весть о том, что вода отступила, а гнев Господень утих. Второй не исполнил задание Ноя и долго питался трупами. Потому в церковной традиции он превратился в своего рода антиголубя, врага Святого Духа, птицу дьявола. На этой миниатюре под самой глубокой палубой ковчега, в которую поселили опасных и демонических бестий, а также поместили отсек с нечистотами, на невидимых волнах качаются трупы утонувших грешников. И одному из них ворон выклевывает глаз, ведь он падальщик. Эта миниатюра-схема не только представляет все разнообразие живых существ, но и выстраивает их в моральную иерархию. От праведного голубя, олицетворявшего избранных, к нечестивому ворону, чья чернота напоминала о проклятых. Изображение Ноева ковчега говорило зрителю и о далекой истории потопа, и о классификации животных,
и об устройстве христианского сообщества, в котором грешники неизбежно соседствуют с праведниками. С вами был Михаил Майзульс. Это программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».